Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я решила устроить для себя день добрых, милых раскрасок. Я такое видео уже снимала, и вот решила спустя некоторое время его повторить. Ну, в общем-то, таких раскрасок, я думаю, у меня не одна и не две, но сегодня я буду задействовать именно две раскраски, полные противоположности. Одна будет вот фломастерная, другая будет акварельная. Ну, давайте приступим. Я уже неоднократно говорила, что мир вокруг нас мне очень нравится. Нравится именно своими добрыми, милыми иллюстрациями, такими позитивными из детства. И я даже не спешу ее заканчивать, хотя она очень классная. Заполнена она у меня тут, ну, максимально. Но тем не менее здесь еще есть не раскрашенные иллюстрации, и пусть они пока здесь будут, то есть я не спешу. А когда она у меня закончится, я, наверное, ее повторю в двойном экземпляре. Ну, потому что действительно она очень-очень классная. И пока я не видела аналогов, вот неважно, по номерам, не по номерам, главное, чтобы вот раскраска дарила такой позитив. Хотя вот из этой серии мне нравятся, например, многие раскраски, и особенно я люблю космос. Ту я вообще сделала односторонний, маркерный, соединив из двух в одну. Но все равно, вот если говорить о каких-то сюжетных иллюстрациях, то вот именно не связанных с космосом, то вот это вот такая уникальная раскраска. Как ни странно. Ну, в том смысле, что она же вроде детская, простенькая. Я здесь использую Big Kids, потом Мазари, Ашан каждый день и Кариока Джой. Ну, я просто вот здесь вот у меня много фломастеров. Я взяла, в общем, какие понравились. На какие упал взгляд. Ну вот я и сегодня решила пораскрашивать такой позитивчик. Я не знаю, по-моему, это еще к зимней иллюстрации относится. Потому что предыдущие были зимние, а это вообще, как видите, здесь последняя. Поэтому я не знаю. Наверное, тоже зимняя. Но это и не важно. Вот эти неплохие, в принципе, фломастеры. Есть интересные цвета, я вот рассказывала. Я брала в Фамилии. Прям по очень-очень хорошей скидке. Там за 30 с чем-то, что ли, за 40 с чем-то рублей. Это вообще не знаю, насколько я бы взяла по полной цене, но за такие деньги шикарно. А учитывая, что там есть серо-синий какой-то цвет и телесный, действительно телесный, то шикарно. Ну и здесь тоже вот вполне можно ими раскрашивать. Ну, вот в этой раскраске, конкретно в этой, бумага нормальная в целом. Хотя я знаю, что ж вроде их
и переиздавали, и бывает бумага разная. Я сама попадала на то, что то такая, то сякая бумага. Вот. Ой, а здесь, кстати, серых 2, так что надо будет взять 2 серых, и тогда, наверное, я даже возьму Кариока Джой. Ну, сейчас посмотрим. Ладно, дойду до этого. Пока черным крашу. Вот так вот тогда поближе, что ли. Ну, я на камеру понемножку разными цветами пораскрашиваю. Но это как бы не, по сути, не челлендж, ничего такого. И, скорее всего, результаты я буду показывать в конце месяца, потому что в этом месяце и так будет достаточно того, что я буду показывать полностью. И дабы было интереснее смотреть итоги, возможно, даже будет то, что я и не показывала вообще в видео. Посмотрим. Такой месяц-нежданчик. Мягкий фломастер очень, но это от пишущего узла еще зависит. Ну, от бумаги тоже, но просто попадаются иногда не очень хорошие. Но в основном отлично. Контур, конечно, закрашивается, к сожалению. Ну, хотя он здесь черный, в принципе. Ну да, черное по черному, а так он виден. Я люблю, когда вот этот контур виден. Мне нравится. Вот именно в таких вот иллюстрациях что-то такое мозаичное. Есть у меня тяга к этому. Приятно, когда фломастер так скользит хорошо по бумаге. Это прям вот релакс. Такой, знаете, антистресс. Очень классно. Сейчас по всем цветам пройдемся с вами. Ну, докрашу уже здесь, раз начала. Так, теперь Big Kids. Начну вот отсюда. Тоже очень мягкие, классные фломастеры. Вот из фикс прайса, которые из Корги, знаете, ну вот, я не знаю, мне, может быть, просто так не везет с фикс прайсовскими фломастерами, но вот я в магазине их проверяла, все было в порядке, пораскрашивала я ими не так много, реально не так много, и один уже так вот подсыхает, а с покупки прошла, ну вот прям прошло совсем чуть-чуть. Не более 2 недель получается. Я просто не знаю, когда это видео выйдет, но поэтому и говорю, что вот примерно так.
на момент выхода. И вообще на момент выхода видео я даже и не знаю, что будет с этим цветом, который у меня уже подсыхает. Странненько. Ну, я и в принципе-то много раз говорила, что в фикс-прайсе уж фломастеры точно брать я больше не буду, но и чаще всего все новинки я пропускаю, а тут вот решила, думаю, ну, иногда можно что-то взять, попробовать. Они, в общем-то, отличались тем, что особо и не протекают вроде как. Ну, по крайней мере, злостного я не заметила ничего. Но вот, тем не менее, что протекают, что не протекают, они все какие-то вот надолго их вообще не хватает, долго не служит. Я бы сказала, даже очень быстро заканчиваются. Это, ну, вообще непорядок. Вечного ничего нет, но это совсем уже. Ну, просто я вижу, что фикс-прайс все больше уделяют внимание упаковке, оформлению, и при этом вот забывают про качество. За счет того, что что-то у них становится более красивое или с большим количеством цветов, они прибавляют цену, но вот качество по-прежнему у них остается просто вот не очень. Бывают, конечно, какие-то интересные вещи, но интересные, как мы знаем, пропадают из продажи. Ну вот что мне понравилось, это аутлайнеры, в принципе. Мне понравились вот эти ручки с ультраблеском в целом. Ну, понятно, мэджики рулят. А вот мэджиков-то у них и нет. Ну что, давайте я пробегусь быстренько по другим цветам для разнообразия. И буду уже все доделывать за кадром. Я просто... Для меня это особый релакс. Вот именно... Ну, я люблю снимать видео, люблю, в принципе, и на камеру раскрашивать, но вот эту раскраску мне прям, знаете, хочется так и за кадром посидеть, чтобы, знаете, поближе вот так пораскрашивать, чтобы поаккуратнее было. Фломастер это есть фломастеры, не всегда получается ими. Не, ну, конечно, если поверх вот карандашами пройтись, будет, конечно, хорошо. Ну, если просто карандашами, может, будет даже хорошими, может, не всегда будет так ярко. А тут еще будет и ярко, и ровно. Ну, в общем. Так, темно-синий возьму. Давайте вот здесь раскрашу. По длительности видео у меня сейчас разные. И по 26 минут, и по 30 минут. Какое-то время я снимала даже по 40. В принципе, эти видео заходят. Люди просят снимать такие, я и сама люблю. Ну, в общем, я для себя сейчас просто решила, как получается. То есть, да, иногда получается видео длинное, иногда не очень. Ну, в общем. Но я думаю, таким образом получится более-менее всем угодить. Но самой, да, мне нравится подлиннее, потому что вот чтобы сесть, раскрашивать что-то самой или какими-то своими другими делами заниматься и, собственно, параллельно слушать, расслабляться. Для меня вообще YouTube, именно как для зрителя, это такой
расслабончик, ну, безусловно, и кладезь полезной информации в плане рецептов, и в плане там, да много в каком плане. Но и еще, конечно, расслабление. Поэтому даже раскрашивательных блогеров, я вот, если мне нравится голос, я с удовольствием слушаю, чисто даже как АСМР-ка. Не, ну правда у меня было несколько раз, но, естественно, я не буду людей называть. У меня было такое, когда потом люди отмечались в не очень хорошем, и, вы знаете, тут даже голос не помогает. Перестала смотреть. Такое бывает. А жаль, потому что у некоторых людей прям голос очень заходил. У кого-то прям сам голос, там тембр, вот как-то так. Ну, это бывает, знаете, как и некоторые иллюстраторы, у которых я никогда не куплю раскраски, и даже если они у меня есть, попали ко мне каким-то образом. Такое тоже бывает. Я эти раскраски не раскрашиваю. Сейчас взяла Кариока Джой, я их здесь не нашла. Они у меня, знаете, лежали в раскраске. Вот эти круги, которые кошки. Что-то вот подустала я от нее, и уже несколько месяцев не могу докрасить иллюстрацию. Ну, понятно, что я ее докрашу, вот, но она у меня лежит, эта раскраска, там, где все-таки батарея близко. Ну, не в смысле, что я прям рядом, но тем не менее, я так сейчас достала фломастер и думаю, вот не дай бог. Ну, просто серых у меня тоже много, и не проблема еще купить, естественно, но было бы печально. Не, ну нужно хотя бы вот иллюстрацию дораскрашивать, конечно. Нет, я ничего против той раскраски не имею, просто вот, видимо, подустала. Вообще как-то одно время меня номера затянули, не так, чтобы я только их красила, но меня это прям вдохновляло. А сейчас вот, видимо, временно не совсем вдохновляет, только какие-то особенные раскраски. И, как видите, по сути, более простые. Но не из-за того, что они более простые, а потому что, ну вот, да, по энергетике, скажем так. Больше вот это нравится. Тоже вот Кариока Джой мягкие, классные. Хотя они тут в какой-то степени где-то и бумагу могут скатывать, но за бумагу не цепляются. Хорошие. Я, правда, у них вот, мне не нравится у них, знаете что? Сами они красиво смотрятся, цвета красивые. Они неплохие вообще такие. Пока вроде бы у меня ни один фломастер еще не закончился, хотя я их так это использую неплохо. Единственный у них минус, конечно, совершенно для меня лично непривлекательная упаковка. Я вообще, когда видела упаковку, даже, знаете, как-то, пока их не попробовала вообще в деле, как-то мимо проходила, мне казалось, ну это уже совсем, наверное, что-то такое, ну не знаю. Короче, не привлекательно. Мне вообще казалось, что кто-то вскрыл упаковку, все это как-то вот так вот там болталось. А на самом деле они вот такими группами на небольшом расстоянии друг от друга. Ну или что-то в этом роде. В общем, да. А сами они, конечно, очень такие красивенькие. Так, ну и светлый. Ну, не сказать, что он прям очень светлый, но главное отличается. Я думаю, тут основная идея. Можно взять было посветлее, у меня точно есть.
Вот как раз, по-моему, из ашановского набора. Светленькие. И мазали несколько штук. Ну и следующая раскраска, добрая и милая, это цветы из сада. Я эту серию очень люблю, конкретно эта серия издается более 25 лет, художник Н. Казак. У меня уже, слава богу, не одна и не две раскраски из этой серии, я их просто обожаю. Одну даже, как вы знаете, я закончила. Ну, здесь вот у меня вот эти иллюстрации раскрашены. Давайте посмотрим, что еще. Вот такие розы. Еще вот этот букет. Мне нравится, как он получился. Ну и вроде, в общем-то, все. Сейчас подумаю, что можно еще раскрасить. Я обожаю раскрашивать цветы и карандашами, и акварелью. Эта раскраска у меня всегда исключительно под акварель, под детскую. Так. А фон я делаю здесь или вот перламутровой акварелью, или сухой пастелью. Ну, в принципе, пусть все это будет по порядку. Возьму акварель луч, совушка. У меня будет еще вот такая акварель на всякий случай, если каких-то цветов мне не хватит. Вот. Ну что ж, приступим. Давненько я здесь не раскрашивала. Ну, в общем-то, я думаю, вот этот цвет подойдет. Тем более, что акварель все равно станет побледнее, когда подсохнет. Я здесь использую акварель, детскую акварель, потому что, конечно же, она не протекает и можно быть посмелее. А помимо этого, например, даже если взять именно вот мне нравится луч, потому что луч, она наиболее подходит по заявленным здесь цветам. Не, ну гамма, наверное, тоже. Я просто... У меня есть один набор от гаммы, и я как бы не фанатка, скажем так, данной акварели. Нет, вот в кюветках гамма и лицей, и этот старый мастер вполне неплохо. А вот детская мне не зашла. Ну, то есть, да, я так иногда пользуюсь, конечно, но... Хотя у нее есть поклонники. Ну, мы все разные, поэтому... Кому что. Так, ну и для лепесточков, мне кажется, что вот это вот должна краска. Ну, сейчас посмотрим. Хотя вот она... Мне просто показалось, что она такая, ну-ка, минутку, отсвечивает. Да нет, в принципе, подходит. А может быть, стоит попробовать все-таки вот эту поярче. Сейчас. Нет, наверное, все-таки буду использовать поярче вот эту акварельку. Потому что действительно она сейчас подсохнет и будет побледнее. Поэтому лучше использовать поярче, тогда хорошо подойдет.
Мне, конечно, говорили, что лучше эту совушку подо что-то другое приспособить, вроде как жалко. Ну, не знаю, мне кажется, что, ну, она же такая стеклянная, ну, в смысле бьющаяся, я не знаю, из чего она там сделана, но в том плане, что от воды она не испортится, моется хорошо. Ну, разбиться она может при любом раскладе, как ее не использую, поэтому я думаю, что лучше буду так ее использовать. Вот она украшает и кадр, и в принципе приятно. Ну, чем если она просто будет, знаете, стоять где-нибудь, пылиться. Вещи лучше использовать. Но это вот опять же, как я считаю. Вещи лучше использовать, получать от них удовольствие, потому что вот, да, например, наши бабушки покупали посуду, доставали ее по праздникам, а какую-то посуду так и не доставали, она так и стояла. Ну, чтобы, да, детям, внукам досталось. А сейчас она вот просто стоит. И вроде красивая, и даже иногда пользуешься, но все равно понимаешь, что этого слишком много для жизни-то. И сами они, как правило, ей не попользовались. Ладно, если покупали и действительно пользовались, получали удовольствие. Они как-то себя обкрадывали в плане этих эмоций. Ну, понятно, может быть, жизнь такая была, но все равно. Поэтому я считаю, что, наверное, не стоит. К вещам надо бережно относиться, но жалеть их не стоит. Вот прям так, чтобы не пользоваться. Надо получать удовольствие. Ну что, вроде как нормально получается. Продолжим. Да, все-таки это невероятный позитивчик. Я уже начинаю думать, не начинать ли мне вообще каждое раскрашивательное утро с какой-нибудь такой милой, доброй раскраски, чтобы сразу позитивом зарядиться. Не, ну, например, знаете, вот та же Рита Берман мне очень нравится, у нее тоже классные раскрасочки. Я обожаю этого иллюстратора. Не, ну я тоже, по сути, заряжаюсь позитивом, но вот это самое лучшее. Да, меня, наверное, кто-то не поймет, скажет, как это так. Ну, в смысле, то, что Рита Берман классная, со мной согласятся, а то, что, типа, я считаю, что еще более классная вот это или мир вокруг нас, да, наверное, многие со мной не согласятся и удивятся, но да. Все же по эмоциям для меня на первом месте вот такие раскраски. Ну, они как бы, я не ставлю, знаете, на первое место там Алиту или еще что-то на второе. Для меня скорее это вообще как-то вот эти вот, они обособленно стоят и занимают особое место как бы в жизни. Вот они прям любимые-любимые. Хотя когда-то я называла своей очень любимой раскраской это Дейзи Флетчер. Ну, в принципе, она мне и сейчас нравится. Но уже, наверное, я бы не сказала, что она прям любимая-любимая. Так, дело движется. И мне вполне нравится, как движется. Я надеюсь, вы сейчас тоже что-нибудь
раскрашивайте в свое удовольствие. Ну и, может быть, захватили с собой что-нибудь вкусненькое, и у вас тоже прям такой релакс-релакс. У меня, правда, из вкусненького водичка обычная. Я еще не завтракала. Ну вот скоро пойду завтракать. У меня, к слову, как в раскрасках, вот такие вот самые ну, обычные, простые предпочтения. При всем при том, что есть из чего выбрать. У меня так и в еде. Я с огромным удовольствием ем овсянку, гречку. Для меня это, пожалуй, самое вкусное. И вот, например, я считаю калории, да, хотя могу этого, в принципе, не делать. И если скорее даже встанет вопрос, что бы мне съесть такого еще дополнительно, да, вкусняшку, или же я, наверное, лишнюю порцию каши выберу. А если она будет какой-нибудь вот такой вот не сладкой, но я сладкую кашу в принципе не ем, но я имею в виду под сладкой подразумеваю фруктовую какую-нибудь, фруктово-ягодную, я предпочту с соевым соусом. Ну, вы знаете, кто смотрит мои лайф-влоги, вы знаете, что я обожаю добавлять в кашу, и в овсянку, и в манку, ну, как бы и в гречку. Но манку я ем меньше, хотя я люблю манку. Именно тоже на воде, хотя на молоке тоже неплохо. Вот. Но больше всего овсянка и гречка. И вот соевый соус, укропчик, это прям моя любовь. Ну, то есть у меня, да, такие. Собственно, у меня даже в одежде сейчас стали очень простые предпочтения. Спортивные костюмы. И даже, как видите, у меня больше нет никаких даже колечек. Хотя иногда для видео я беру с Shein колечко, какой-нибудь из набора. Ну и то я всякий раз сажусь, вспоминаю уже, когда перед тем, как включить камеру, думаю, ой, надо бы колечко. Потом думаю, ну что я буду вставать, идти его где-то там искать. Вот. Как-то так. Ну и могу сказать, что даже в плане, я раньше волосы там и накручивала, и всякие прически делала, а сейчас даже в этом уже нет никакой потребности у меня. Встала кое-как, какой-то пучок сделала, точнее, наполовину получается хвост, наполовину пучок какой-то непонятный. Такой узелок. И все. Ну, не знаю, с чем это связано. Но сейчас по мне, чем проще, тем лучше. Хотя я могу и измениться моментально. То есть, может быть, вот я сейчас так сижу, говорю, а через какое-то время мне захочется наряжаться. У меня разные были тоже такие периоды, когда и каждый день шмотки меняла, новые. Вот уж у меня мама тогда была довольна. А когда я так перестала наряжаться, она прям расстраивалась. Так. Ну что ж, цветочки получаются очень даже симпатичные. Так, и поярче красочку вот здесь.
Не, ну я, может, еще чего-то за кадром тут добавлю. Где-то размою получше. Благо с детской акварелью такие номера проходят. Ну вот, как-то так. Здесь вот затекло немножко. Ну, с обратной стороны, в принципе, это все в порядке будет, это я точно знаю. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.